Всем привет! Сейчас мы будем проверять школьные знания Ильяса и Андрея. Ребята, как хорошо вы учились в школе, Андрюха? 12,5 лет назад я закончил школу. Очень, так сказать, хороший у меня соперник Ильяс, который год назад всего лишь закончил школу. Сейчас будем проверять, кто как помнит. Андрюх, у тебя есть небольшое преимущество, если ты заканчивал 11 классов. 11, да, и потом университет, магистратуру. У Андрюхи огромное. Диплом где-то последний раз в 2014, когда получил, увидел. А там где-то он лежит, я даже не знаю. Рассказываю правила. У нас есть 9 вопросов, по 3 вопроса на каждую школу. Начальные классы, средние классы и старшие классы. Как бы за каждый вопрос 1 балл, все просто, кто наберет больше баллов, тот и умнее. Ну, хорошо, поехали. Образованнее. Значит, начальные классы. Первый вопрос – загадка. This is the end of the mystery. Какая часть тела есть у людей и кораблей? The prophecy is true. Так, там есть палуба, у людей нет палубы. Я не знаю. Чё? Давайте подсказку дам. Вспомните «Титаник». Я не смотрел, так. Титаник, ну, Ты еще тогда не родился, когда он вышел. тот момент, когда там меня стоят как раз, Да. ну, вот сейчас, как это называется, палуба, корма там или это, я не помню. Ну, что это, как? Почему такие сложные вопросы? Для первоклассников. Я нашла это в загадке для первоклассников в Гугле. Я Так, знал, конечно, что нас здесь позорить будут, но не настолько. Какая часть? Тело есть у людей и кораблей. Тело. нос. Спасибо, Андрюха. Вы оба зарабатываете по 1 очку. Видишь, я тебя спас. Ответ надо писать. Пусть это будет стартовое очко, которое приносит Андрей. Не, я уже правила понял. Тут надо, как бы, знаешь, ничего заумного не придумывать. То есть тут все очень просто элементарно. Но это насчет первых классов Ну, касается. значит, первый хорошо. Второй вопрос. Чтение. Какую книгу купил папа Карло Бурантино, продав свою куртку? Хорошо. Пишите, давайте пишите. И Азбука. азбука. И тут азбука. Молодцы. По 2 балла у вас. Поздравляю. Изи. Давай пятюню. Я тебе подарил, так сказать, балл. Значит, Ильяс говорил, что у него хорошо с математикой в нашем интервью, поэтому третьего класса. сейчас будет задачка. Listen properly. 820. В компьютерной игре нужно победить монстра. Изначально у Иданчика было только 9 выстрелов. Но за каждое попадание он получал дополнительно еще 3 выстрела. Вопрос. Сколько раз Иданчик попал в цель, если всего он выстрелил 30 раз, израсходовав все стрелы? Сейчас, дай подумать. За каждый... Ну хорошо, давайте первое действие подскажу. Давай. Нужно сначала от 30 отнять 9. Ага, 21. Умножить на 3. Правильно? 63. Больше я уже ничего не скажу. Вот так вот. Мы только начали нормально общаться и... Ладно, 63 мы. 63, да. Ладно, ребята, это неправильно. Если всего 30, ему каждый раз давали за 3 стрелы. Ладно, решение таково. Нужно было от 30 сначала отнять 9, получилось 21. И дальше 21 нужно было разделить на 3. Получилось 7 выстрелов. То есть он стреляет 1 раз, 7. ему дают 3 выстрела. Блин. Второй раз ему Я дают близко был, как бы, это к решению задачи. 63, 7. Чуть-чуть не хватает. Я поделить 63 хотел на... Ну, почти. Почти. Ну, ничего. Вы зарабатываете за первый блок 2 балла. Четенько. Четко. Так, средние классы. Поехали. Got a question for you. What's heavier, a kilogram of steel? Самый твердый металл. Самый твердый металл. Ассоциативно. Вот из этого металла вот Хорошо. что тогда делают? И готов ответ. Так, Металл. давай дадим 5 секунд. Ильясику. Алюминий? Сталь. Нет, ребят. Есть даже в доте такой герой. Титаниум. Титан. Титан.
Титановый Всё, же сплав easy. считается У самым... меня считается? В Нет, смысле, я же раньше тебя ответил. нет, Андрюха, это немножко не так работает. Да, я честно про Алюминий это вообще тебя... страшно. Да, я Алюминий думал. это вообще очень мягкий металл. Второй вопрос. Какой канал соединяет Атлантический и Тихий океан? Опа, Андрюха что-то там уже оп-оп настрочил. Знаешь ответ? Ну, очевидно, что ты не знаешь. Канал? Он прям так и называется, канал. Канал. У него официальное название канал. Канал. Он был, насколько я знаю, это вообще искусственный. Давай ты скажешь название, я потом, если у меня правильный ответ, я тебе покажу то, что там написано. А Давай если нет, щас. я не покажу. Нет. Зачем мне говорить? Может, это ничего Есть не такая написал. страна еще. Панама. Да. Вот, видишь? О, Андрюха, я тобой горжусь. Изи? Изи. Я уже Красава. впереди. Да, на 1 балл Первый впереди. не Схавал, сынок. Вот я дождался своего вопроса. Итак, поехали. Ничего, Наука. ничего. Какой великий русский ученый был поэтом, художником, химиком, географом и сталеваром? Сталевар. Что там, Ильяс? Давай. То есть ты знаешь, да? Я, конечно, знаю. Андрюха, это не тот, о котором ты мог подумать. Давайте, Понятно. показывай. Я- Давай, открывай. Менделеев? Да. Нет. Все, Ты тоже Менделеев? конечно. Ломоносов. Ломонов. Да, честно тебе скажу, я просто, вот ты, ладно. Я не помню уже имен. Ну, то есть, простите, сколько лет У назад? Андрюхи в голове там распики против Да, ЕГЭ, против а тут меня Лингвы. спрашивают такие вещи. Давайте, финалочка. Старшая школа. У тебя есть преимущество здесь, потому что ты Огромное как бы преимущество. больше учился. История. Недавно совсем. История. Как дела с историей? Только не даты. С историей, да, с датами Нет, сложновато дата не будет. будет. Dickus. Чем известен Франц Фердинанд? Вообще не знаю. Знаю группу такую. Хорошая группа. Хорошая? Неплохая. Похож на какого-то, я не знаю, Европейцы. европеец, француз, Австриец. австриец. Нет, его убили, и его убийство, вот оно очень Он важно было. был У этим? нас в школьной программе такого не было. Естественно. Не проходили. Да. Его убили, когда он был этим, вроде, священником или епископом. Не-не-не, это вообще не в этой области. В общем, убийство Франца Фердинанда, австрийского там то ли короля, то ли принца, то ли посла, послужило началом, формальным началом Первой мировой войны. То есть это был повод, чтобы ее развязать. Все, теперь будем знать. Так, хорошо, химия. Как у вас? Отлично. Так же, как Ненавидел в школе. Дальше. Назовите первый элемент в таблице Менделеева. Так, кислород? Нет. Подскажи, Не, все, нет. это же самое такое базовое. Это но очень базово. Я всё. очень давно химию не изучал. Тем более, что я как бы не слишком... Ну давай, самые вот распространенные элементы. Самое распространенное H2O. Это соединение, это уже соединение. Да, Саня, сейчас. Хорошо. Смотри, H2O, смотри. Да, H2. И что это? Воздух. Углерод. Ну, почти. Ладно, давайте, показывайте. Водород. Водород, точнее. Так это Опять? H2? Нет, это просто H. Просто H. Да. 2 это уже... Что это 2? Ну, это... Так это Две водород, молекулы. правильно? Все, Водород, я всё был правильно. очень близок. Хорошо, да. Я вас троллил, на самом деле. Так Хорошо. в смысле? Так я же ответил. Ты правильно. Тебе мы засчитываем балл. Вопрос, мы засчитываем Андрюхе балл или нет? А что Андрюха ответил? Но он ответил H2. Но он не Ну, знал, что это, такое. это, знаешь, Давай полбалла. ну, полбалла может. Физика. Он такой ультимативный вопросик немножко. Тут нужно подумать. Почему в пустыне происходят сильные температурные перепады? Днем в Сахаре может температура воздуха достигать 50 градусов Цельсия, а ночью опускаться до нуля и ниже. Чем обусловлены такие температурные перепады? Вы подумайте, напишите свой вариант. Че, Ильяс? Ты Да, в школе недавно учился. Такие Ты вопросы. вообще в школу ходил? Ну, ходил, но на физику не ходил. В этом регионе очень сухой воды. воздух, мало воды, а вода является хорошим
теплопроводником. Блин, точно. Когда днем, ну вот в тропиках почему жарко, когда днем солнце светит, земля нагревается, и когда уже наступает ночь, вода задерживает это тепло, и поэтому не холодает. Там А мы пустыня. знали, я даже написал заранее ответ. Ну смотрите, в первом блоке вы ответили на 2 вопроса. Потом Ильяс ответил Да. про водород, ты ответил про Панамский канал. И в принципе это единственные вопросы, на которые вы ответили. Да. Понимаешь, тут есть спорный момент, потому что как бы мы тебе эти полочка подарили. Давайте попробуем какой-то решающий вопрос я задам. Ну, из первого тира. из первого Такой, класса. не, надо посложнее. Не, Послож- посложнее. Да, Посложнее. Посложнее. Либо я остаюсь победителем, Ну, хорошо, посложнее. Посложнее. Так, наука. ну Наука. пусть будет наука. Yeah, Mr. White. Yes, science. Чем известен Никола Тесла? Открытый вопрос. Ну, тут легко, на самом деле. Давай сразу же всем зачитаем. Показываем. Значит, открыла электричество, твой вариант. Ну, то же самое, в принципе, электричество. Придумал электричество, но он его не придумал. Не придумал, открыл. Он больше Он всего проводил на нем известен Экспериментами своими. эксперименты над Да. переменным током. Фильм «Престиж» или в каком фильме? я Да, не да, смотрел. «Престиж». «Престиж». Ну, хорошо, вы тут оба, в принципе, были правы. Конечно, сейчас физики посмотрят, скажут, вы что, дебилы? Но давайте так, чисто для обывателя, хорошие ответы. Хорошо, раз здесь равные результаты. Надо какого- было отвечать то, что Никола Тесла придумал... Илона Маска. Выбираем история, литература, искусство Изобрел. или геометрия. Давайте геометрию. Нет. Нет. История. Геометрию Искусство. Искусство. искусства? Не, Да, погоди. Искусство. Всё. Искусство. Давай. Не-не-не. Так, Давай. А как мы решим какой то? Хорошо, подожди, Ян, давай ты рандомно Давай. выберешь не то, что мы сейчас обсуждали, а какой-то третий. Хорошо. Литература. Отлично, давай. За что? Кто написал произведение, по которому Гайдай снял фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? У Андрюхи там 40 лет уже почти. Он этот фильм 100 раз смотрел. Не знаю. Скорее всего, это не он. Ну, пожалуй, Кто там? Быков, да. к сожалению. Достоевский? К сожалению. Михаил Булгаков. Был- Хорошо. Ладно, давайте Опозорился. еще. Ладно, давай еще один вопрос, давай еще разок опозоримся напоследок. Назовите 3 произведения Льва Николаевича Толстого. Я бы тебе мог бы, не знаю, Джорджа Мартина. пару- Ребят, хотя Или бы, Толкина. хотя бы одно, Одно? Изи. хотя бы 2. Да не, ну вот 2 это уже слишком. Ну давай, вот самые такие, вот классика литературная, русская такая вот она аж. Вот если бы Гоголь еще хотя бы, я бы смог петь. Хорошо, одно? Да. Подожди, это же не на камеру. Но одно ты знаешь, это все знают. Какое? «Война и мир», Да, это все знают. Так что, ладно. Тут все. Это закончено, да. ну, Ильясик, ну тут Андрюха. Ну, сори. Да, он... Ничего. Видно, что ты как бы старался, в школе хорошо учился, все нормально. Не расстраивайся, Ильясик. Ладно, ты молодец, братан. Просто the best.